Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 28 октября. Обязательно уделим внимание церковному календарю, потому что сегодня он достаточно насыщенный, и икона Божьей Матери. Обращаем ваше внимание, сегодня и поминальный день. Ну и, конечно же, уделим внимание святым. Также уделим внимание народному календарю, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 28 октября. Давайте, друзья, далее более подробно будем во всем этом вместе с вами разбираться. Итак, 28 октября в православном календаре этот день отмечается святого препода, мученика, иродиакона и подвижника Ефимия Солоунского Нового. Родился будущий святой в христианской семье, и при этом по достижению 16 лет мать настояла на том, чтобы сын женился. Когда Никите исполнилось 18 лет, он принял решение покинуть жену и дочь и, отправившись в христианский монастырь на горе Олимп, принял монашеский постриг. После прохождения пострига он был направлен в монастырь Писидион, имеющий общежитейский устав, в котором Ефимий прожил более 16 лет. Находясь в монастыре Писидион, Ефимий решает принять великую схиму и после этого отправляется на Афон, где познакомился с отшельником Иосифом. Начав жить вместе с отшельником Иосифом, они соревнуются в умерщвлении плоти. После того, как о двух отшельниках начинает распространяться слава далеко за пределами Афона, Ефимий принимает решение покинуть Иосифа и отправиться на остров Святого Евстратия, который располагался недалеко от Афона. Через некоторое время Ефимий приезжает в город Салоники, где берет на себя обет столпничества. После того, как упокоился его друг Иосиф, Ефимий принимает решение перебраться на гору Перестера, где он восстанавливает разрушенный монастырь, а также организует там общину. Чуть позже Ефимий также основывает женский монастырь, в котором поселяются его родственницы, уверовавшие в Христа и желающие посвятить себя духовному подвигу. После того, как в основанных им монастырях был полностью устроен быт, святой возвращается на Афон. За несколько месяцев до своей смерти Ефимий принял решение совершить путешествие в Палестину. После смерти мощи святого были доставлены из Палестины в базилику святого Дмитрия. Считается, что Ефимий отправляет морозы, которые сковывают грязь и делают доступными поездки в другие деревни и города. Поэтому утром 28 октября крестьяне обязательно шли в церковь для того, чтобы поставить свечку этому святому. Также 28 октября, еще раз напоминаем, это у нас с вами суббота, все мы православные будем отмечать еще один важный праздник – Дмитриевскую родительскую субботу. В этот день верующие посещают кладбища и могилы своих близких, чтобы выразить благодарность и помолиться за них. Православные начинают родительскую субботу с посещения церквей и храмов. Там можно передать записку с именами тех, кого обязательно нужно упомянуть во время богослужения. Также верующие посещают кладбище и приводят могилы родных и близких в порядок, приносят свежие цветы и убирают мусор. Дело в том, что с Дмитриевской субботой связаны много народных традиций и примет. Например, по погоде в этот день наши предки определяли, какой же будет зима. Например, если день будет ясным, теплым, то можно говорить о том, что еще на 2 недели продолжится хорошая погода. А если к родительской субботе не все листья опали с берез, значит зима еще ждать не скоро. Ну а в случае грозы 3 зимних месяца будут теплыми и бесснежными. Вместо этого суровую зиму обещает мелкий снег, который может выпасть в этот день. Что же нельзя было делать в Дмитриевскую родительскую субботу? В день поминовения умерших не устраивать свадьбы и веселые торжества, так как это время предназначено для скорби и воспоминаний. Запрещено в этот день говорить недобрые слова об умерших, участвовать в спорах и использовать бранные слова. Исключает в этот день и тяжелый физический труд.
Также 28 октября верующие отмечают праздник иконы Божьей Матери под названием «Спарительница хлебов». Это почитаемый в православии чудотворный образ Богородицы, который помогает в духовных и в земных делах. У чудотворной иконы к Божьей Матери обращаются с просьбой о помощи в ежедневных трудах и о духовном спасении. Перед спарительницей хлебов можно просить укрепления материального благополучия и помощи в преодолении тягот и трудностей. Обращаются с просьбами и о защите для посадок, помощи при засухе или обильных дождях. Молебны спарительницы хлебов совершают в неурожайные времена и в моменты каких-то природных ненастей. Теперь давайте поговорим о народном календаре и узнаем, что же нас сегодня с вами ждет 28 октября. Итак, 28 октября в народном календаре этот день назвали по следующему. Ефимий Осенний, Пчельник, Преподобный Ефимий Новый, Солунский, Ефим Благочестивый, Смотрина Лина, Ефимий Осенний или просто Ефимов день. Дело в том, что Ефимия Осеннего называют пасечником еще и за то, что пасечники готовили ульи к зимовке. Мужчины шили валенки на зиму, чинили сельскохозяйственные орудия, готовили сани. Женщины скручивали лен, и результат работы выставлялся на всеобщее обозрение, у кого лучше. Так, появилось и другое название этого дня, как льняницы. Считалось, что злой дух возвращается в жилище после летнего отсутствия и мешает работе, путает нитки в станках, бьет посуду, портит продукты и даже пугает. Особенно ему нравилось сидеть возле ткачей. Чтобы изгнать их, женщина должна была перекреститься и обратиться за помощью к Ефимию. Они просили у святого мира и благополучия в семье, избавления от злых духов и греховных страстей. В народе также этот день называли как «смотрины льна». Вот такое название дали этому дню, потому что в этот день у наших предков было принято обрабатывать лен. По народным приметам, с этого осеннего времени становилось очень холодно. Зима вступала в свои права. Вместе с ней, согласно поверью, активизировалась и нечисть. В народе говорили, что 28 октября может за прялку усесться кикимора и всю работу испортить. Ну а чтобы не допустить этого, осеняли прялку крестным знамением и молились святому Ефимию. Наши предки верили, что кикиморы – это души умерших или же украденных темной силой детишек. Если удавалось поймать нечисть и остричь крестом, то превращалась она в человека. Правда, либо в некрасивого, либо в слабоумного. На Ефима Благочестивого было принято проводить мытье и трепание льна. Били волокнами об столб или стену, а также мяли с помощью дощечек лопатообразной или ножевидной формы, изготовленных из хвойных деревьев. Работу проводили, как правило, в бане, в пустом хлеву или в теплой, но не жилой избе, поскольку от льна было очень много грязи. Если же позволяла погода, то, конечно, все это делали на улице. Наши предки работали с песнями, разговорами и частушками. Девушек ставили на сортировку льна по цвету и качеству, используя каждый для разных нужд. Отходы тоже не выбрасывали, делали жгуты, веревки, подстилку для домашней скотины, конопатили, щели. По народной примете нить, которая спряженная на Ефима, это отличное средство от всех болезней, и ее хранили отдельно от других и обвязывали запястье заболевшему. Он с ней ходил до тех пор, пока не шел на поправку. Также эту ниточку надевали во время эпидемии. Сегодня именины отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Семен и Лукьян. Поэтому обязательно не забудьте поздравить тех людей, кто носят такие имена, с именинами, с праздником.
Ну а по мнению наших предков, люди, рожденные в этот день, 28 октября, имеют прекрасные организаторские способности. Благодаря своим организаторским способностям человек, рожденный в этот день, легко может стать лидером в любом сообществе. Правда, у человека есть и недостатки. Довольно часто люди, рожденные 28 октября, не терпят критики и агрессивно относятся к критикующим их людям. Но в качестве талисмана и оберега людям, рожденных в этот день, лучше всего подходит амазонит. Сны, увиденные в ночь с 27 на 28 октября, должны продемонстрировать, насколько вы готовы к жизненным вызовам, эффективно ли тратите отпущенную вам энергию. Поэтому в этих снах важен будет не только сюжет, сколько ваше поведение в нем. Так, если вы были настойчивы и добились своей цели, значит, вам не составит особого труда в реальности преодолеть преграды и добиться желаемого. Если в ночь с 27 на 28 октября вам приснится, что кто-то вас обижает, а вы безропотно наблюдаете за этим, то вам необходимо срочно прокачать свои внутренние силы. Для этого достаточно после пробуждения мысленно прокрутить ситуацию до победного конца. Ну, например, дать отпор врагу. Далее, друзья, что же нужно обязательно сделать 28 октября? Вообще считалось, что в день Ефимия Осеннего деревья и насекомые окончательно уходят в зимнюю спячку. Если начала путаться пряжа, разбилась посуда или не можете найти вещь, то это говорит о том, что вам стоит обезопасить свой дом от кикиморы. Наши предки верили, тому причиной может стать подброшенная под дом тряпичная кукла. Если вы ее найдете, обязательно стоит сжечь, но помните, руками ни в коем случае нельзя брать. Также сегодня можно работать, но не дома, а по профессии. Рекомендуется делать это в приподнятом настроении, тогда считается, что все дела пойдут в гору. С хорошим настроением сегодня нужно делать все дела, тогда добрые духи будут помогать вам в их исполнении. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя делать в день Ефимия Осеннего 28 октября. Вы знаете, нельзя заниматься в этот день тяжелой домашней работой, а также проводить генеральную уборку. Дело в том, что обычно с этого времени нечисть и темные силы становились особенно активными и начинали вредить людям, а кикиморы мешать в хозяйстве и работе по дому. Эти злобные духи могли разлить воду, чтобы кто-то подскользнулся на ней, порвать гардины, побить посуду или рассыпать крупу. Любимым же занятием кикиморы было запутывание ниток рукоделия. Именно поэтому 28 октября крестьяне не шили, не стирали и дом не убирали. А по народной примете тот, кто не прислушается к данному запрету, привлечет к себе и к своей семье горе и болезни. Не рекомендуется в день Ефимия Осеннего гладить постельное белье. Тот, кто на него ляжет, притянет к себе разные болезни и даже укоротит свою жизнь. Однако 28 октября спать на прежней постели тоже не стоит. Сегодня надо поменять белье, тогда и в жизни наступят только положительные перемены. Нельзя на Ефимия Осеннего заниматься починкой поломанных вещей. Тот, кто нарушит запрет, может серьезно травмироваться. К тому же отремонтированное не будет долго держаться, и очень скоро придется снова его чинить или же вовсе утилизировать. 28 октября нельзя девушкам и женщинам плести косы. По народной примете во время их плетения можно вплести в свою судьбу болезни, неприятности и финансовые трудности. Сегодня надо выбрать другую прическу, но с распущенными волосами не стоит ходить. Нечистая сила может в них запутаться и нашептывать вам негативные мысли. В день Ефимия Осеннего не стоит во время приведения зимней обуви в порядок, а именно в этот день стоит этим заняться, говорить о планах на будущее. Они и так и не воплотятся в жизнь, будут затоптаны повседневными проблемами.
28 октября не следует печалиться и думать о плохом, иначе домовой обидится и уйдет из дома. В день Ефимия Осеннего надо много смеяться, рассказывать шуточные истории, а также веселиться как с семьей, так вместе с гостями. Домовой увидит, как хорошо в доме, и не захочет из него уходить. Только нужно не забыть поставить маленькому хозяину дома угощения, сладости и кисель. Вот, друзья, такой у нас с вами день 28 октября по церковному календарю и по народным приметам. Мы в описании к этому видео оставим вам молитвы. Обязательно, если есть такое желание, обязательно их произнесите. Также, если есть желание, обязательно сходите в церковь, поставьте свечку. Все-таки родительская суббота. Друзья, вот такой у нас с вами день 28 октября. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.